Глубина почти в 4 километра, примерно 3800 метров. Это такая бездна, которую человеческое сознание едва ли способно осознать. Падение в мертвую тьму, где давление достигает 400 атмосфер, словно 5 десятков авиалайнеров обрушиваются на каждый квадратный метр тела. Это давление достаточно, чтобы уменьшить легкие до размера кулака и смять металл, как тонкую фольгу. Здесь нет света, вообще никакого. Ни единый фотон не достигает этих слоев. Эта вечная ледяная ночь с температурой воды около 0 градусов ощущается как чужой мир, более суровый, чем даже поверхность Марса. И именно в этой хладной, безжалостной пустоте лежит он, Титаник. Корабль, который называли мечтой, непотопляемым, символом человеческого высокомерия, ставшим символом трагедии. Больше века он покоился во мраке, словно легенда, словно призрак, место, вобравшее в себя память о 1500 погибших душ. Мы считали, что все о нем знаем. Мы читали книги, смотрели фильмы, изучали хроники пассажиров, рассматривали зернистые кадры первых экспедиций, где вспышки света едва выхватывали из глубины его ржавые очертания. Мы были уверены, что тайна давно понятна. Айсберг, разрыв корпуса, ошибки, нехватка шлюпок. Трагедия, которую можно объяснить. Но мы ошиблись, потому что видели лишь ее поверхностную тень. Новые технологии дали возможность сделать немыслимое. Не просто добраться до корабля и снять несколько кадров, а проникнуть в его затопленные, мертвые внутренности. Увидеть то, что было недоступно на протяжении десятилетий. И то, что обнаружил роботизированный дрон в этих затонувших коридорах, потрясло исследователей. Это были не отдельные находки, а открытие, способное переписать саму историю гибели корабля. И не только ее. Выяснилось, что «Титаник» лежит на дне не один. У него есть странная компания в этой жуткой тьме. Но, прежде чем углубиться в суть, исследователи попросили о поддержке, ведь путь к истине требует усилий. Чтобы понять, что искать, нужно вспомнить, как долго «Титаник» ускользал от человечества. Его искали 73 года. Множество экспедиций и огромные бюджеты не давали результата. Океан слишком велик. Все изменилось в 1985 году, когда экспедиция Роберта Балларда, официально занимавшаяся поиском затонувших атомных подлодок «Трэшер» и «Скорпион» по секретному поручению военно-морских сил Соединенных Штатов Америки, получила всего 12 дней, чтобы попытаться найти и «Титаник» тоже. Баллард использовал уникальную стратегию. Он искал не сам корабль, а линию мусора, которую тот должен был оставить при падении. Однажды глубокой ночью на сонаре появилась странная отметка. Затем камера, тащившаяся над дном, показала огромный котел. Первый серьезный признак. Он повел исследователей по следу угля, тарелок, обломков, пока из тьмы не возникла гигантская стальная стена. Это был «Титаник». Но сразу же последовал шок. Корабль не лежал целым монолитом, как его долгие годы изображали. Он был разломан на две части. Носовая часть, удивительно хорошо сохранившаяся словно клин, вонзилась в грунт, а корма в 600 метров представляла собой хаотичную груду разорванного металла. Миф о цельном погружении исчез в тот же момент. Трагедия оказалась гораздо более жестокой, чем можно было вообразить. Баллард дал миру лишь первое понимание, но он смотрел только снаружи. Другой человек, Джеймс Кэмерон, захотел войти внутрь. Одержимый идеей, он осуществил десятки погружений на российских аппаратах «Мир». Он сделал больше погружений, чем любой другой исследователь, и все равно ему было мало. Он создал собственных роботов, юрких маленьких исследователей Джейка и Элвуда, которые могли проникать туда, куда не добраться человеку.
Именно они дали первые кадры изнутри корабля, коридоры первого класса, висящие, но покрытые ржавчиной люстры, остатки кают, ванные комнаты, латунные каркасы кроватей и даже обрывки бумаги, чудом сохранившиеся благодаря илу, низкому содержанию кислорода и дубильным веществам из растворившейся древесины. Но все это были только фрагменты, взгляды в замочную скважину. Масштабы корабля и абсолютная тьма не позволяли получить целостную картину. Тем временем корабль медленно разрушался. И однажды произошел настоящий технологический прорыв. Компания «Магеллан» и телекомпания «Atlantic Productions» провели экспедицию, используя не камеры, а сканирующие автономные дроны «Ромео» и «Джульетту». Они действовали без пилотов и без кабелей. Они методично прочесывали каждый метр поля обломков, собирая данные при помощи гидролокаторов, лазеров и трехмерных сканеров. Они сделали 715 тысяч снимков, собрав 16 терабайт информации. Суперкомпьютеры недели напролет обрабатывали материалы, создавая первый в истории полноценный цифровой двойник «Титаника», словно Атлантику осушили и подняли корабль на свет. Модель оказалась настолько подробной, что была видна даже маркировка на гребном винте, ряды нетронутых бутылок шампанского, одинокий ботинок рядом с остатками чемодана. Но она же показала и нечто ужасающее. «Титаник» исчезает. Не просто ржавеет, а стремительно коллапсирует. Крыша над парадной лестницей провалилась. Тренажерный зал, некогда удивительно целый, рухнул. Стена каюты капитана отвалилась, обнажив ванну. Нос проседает. Палубы складываются, как слои блинчиков. Корма превращается в трудноузнаваемый ком ржавчины. Сравнив сканы 2023 года с фотографиями 1980-х и 1990-х годов, ученые создали временную модель и выяснили, что корабль исчезнет приблизительно через 30-40 лет. Чтобы понять не только то, как он умирает сейчас, но и как погиб тогда, нужно было исследовать все. И цифровой двойник показал новые улики. На корпусе нет огромной пробоины, которую считали причиной гибели. Вместо одной длинной раны обнаружены 6 отдельных участков вмятин и разрывов, распределенных вдоль примерно 100 метров. Айсберг не разрезал корабль, а сдавливал, ударял, выдавливая заклепки и создавая множество мелких щелей. Из них вода хлынула одновременно. Это было не мгновенное фатальное рассечение, а медленное, но неумолимое кровотечение корпуса. Причина скрывалась в стали и заклепках. Анализ поднятых фрагментов показал высокое содержание фосфора и серы, делавшее металл хрупким при температуре Северной Атлантики. В теплой воде эта сталь была бы гибкой, но при минус 2 градусах она становилась почти стеклянной. Айсберг буквально раскалывал ее. Кроме того, миллионы заклепок, удерживавших корпус, отличались по качеству. В центральных частях использовали прочные стальные заклепки. Но в носу и корме более дешевые железные, установленные вручную и содержащие шлак. Именно там возникли разрывы. Корабль был обречен еще на верфи, но понять, что его разрушает сегодня, можно было лишь проникнув внутрь. Многотонный дистанционно управляемый аппарат, связанный 4-километровым кабелем с кораблем на поверхности, осторожно вошел через зияющий разрыв парадной лестницы. Внутри был туман из ила, морской снег, обломки. Каждое движение могло поднять облако, которое сделает камеру слепой на часы. Робот проходил мимо искривленных остатков кают, перевернутых кроватей, разрушенных ванных. Места, где была парадная лестница, не существовало. Дерево полностью съели ксилофаги, уничтожившие почти всю древесину, палубы, мебель, отделку. Металл же оказался покрыт странными ржавыми образованиями.
ретикулами. Считалось, что это просто ржавчина. Но образец, взятый манипулятором, в лаборатории показал обратное. Это не минералы, а живые организмы, огромные колонии бактерий. ДНК-анализ выявил новый вид — Галомонас титаникае, экстремофильную бактерию, питающуюся железом. Она разлагает сталь, оставляя вместо нее мягкие, хрупкие оксиды. По подсчетам, такие бактерии съедают около 180 килограммов металла в день, превращая корабль в ржавое облако. «Титаник» стал экосистемой, рифом и кормушкой для видов, которых раньше не существовало. Но дроны нашли и человеческие следы. Разбросанные чемоданы, шляпы, посуду, игрушки. Пары ботинок, лежащие так, будто их только что сняли, хотя тела исчезли, растворившись полностью за десятилетия. Среди этого поля скорби сканер уловил блеск. Золотая цепочка с кулоном, зубом мегалодона, оправленным в металл. Совершенно неожиданный артефакт, соединяющий доисторическую эпоху, время Титаника и наш век. Владельца артефакта не удалось установить. Обнаружили также нетронутые бутылки шампанского, ноты песни, которую так и не сыграли, фарфоровую голову куклы. Это не сокровища, а тихие свидетельства погибших. Дроны дали 3 главных откровения. Первое. «Титаник» был обречен не айсбергом, а изначальными конструктивными недостатками. Второе. Корабль уничтожает новая бактерия, и времени почти нет. Третье. Среди разрушений лежат человеческие тайны, не менее значимые, чем технические. «Титаник» теперь не просто историческая катастрофа, а уникальная смесь биологии, химии, инженерии и памяти. Каждое новое погружение — это прощание. Вскоре останется только ржавый след на дне. Вопрос уже не в том, что произошло, а в том, что мы успеем сохранить. Нужно ли поднимать найденные предметы, спасая их от бактерий, или оставить это место в покое, позволяя природе завершить свое? Выбор за теми, кто помнит. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.